Всем привет! Я на Мальдивах, и мы с вами находимся на острове Укулас. И посмотрите, какая тут красота! И сейчас я вам покажу пляж. Мы проходим через такие прекрасные пальмы и выходим к морю. Посмотрите, какого лазурного цвета вода и какой белейший песок. Это же просто сказка удивительная. И людей совсем нет. Вы представляете? Сейчас 11 часов дня. То есть уже все покушали, должны были прийти на пляж, но их нет. И это просто рай для интроверта, это просто прекрасно. Давайте с вами прогуляемся, чтобы вы больше увидели, что здесь есть. Всю передам вам атмосферу. Смотрите, какие прекрасные пальмы. Под ними можно скрыться. Лежаков огромное количество и все пустые. Вот картинка просто открывается, как будто это рабочий стол. Это просто сказка. Ну и цвет воды, он ни на что не похож. Он такой молочный, голубой и красивый. И эти все вот эти пятна, которые вы видите, темные, это все рыбки. Вот, могу показать. Надеюсь, меня слышно. В общем, это рыбки. И тут даже прямо у берега плавают акулы маленькие. Они не опасные, но такие прикольные. Посмотрите, сколько пальм. Все в зелени, в растениях. Вот, сейчас подойдем ближе к лежакам, я вам покажу, что людей реально нет. Потому что пляж отдаленный и, наверное, не так сильно разрекламированный. Вот. Тут вечером можно посидеть, тут прикольно, и выпить свежевыжатый сок. Смотрите, просто пусто. Но это же классно. Для тех, кто любит уединение с природой, спокойствие, почитать книгу, послушать шум волн, это просто идеальное место. Еще я вам сегодня покажу, где здесь люди гуляют, магазины. Здесь всего на этом острове, на самом деле, 3 улицы. Вот какая красота. Местные ухаживают за пляжем,
следят за чистотой, порядком. А вечером мы с вами еще сходим к причалу и посмотрим на местных, кто и чем здесь занимается. Кстати, остров всего лишь 1 километр на 225 метров. И живет здесь всего 1000 человек. А еще плюс этого острова то, что здесь все это бикини-пляж. То есть, так как страна мусульманская, вообще на местных островах есть отведенные места. И можно плавать только там в купальниках. Но преимущество этого острова, что здесь можно плавать везде в купальнике. Ну, только, естественно, там, где местные ходят, там одеваться, да, в одежду. Ну что, пойдемте с вами дальше, посмотрим, как здесь местные живут. Зайдем в магазин, посмотрим, что здесь продается. Сейчас мы с вами вышли из пляжа. Я вам покажу уютные улочки этого острова. Остров, чтобы вы понимали, я уже напоминаю, километр на 200 метров. Здесь куча байков и даже едет вот такая машина. Давайте пропустим с местными. Так, а тут у нас, кстати, делать кофе, мохито, смузи. Ладно, пойдемте дальше. Здесь можно прям у пляжа заказать себе вкусные напитки, мохито, свежевыжатые соки, например, с маракуйей. И все это в окружении таких высоких, красивых пальм. А здесь можно заказать разные экскурсии. Например, можно поплавать здесь с мантами, можно поплавать с акулами, с большими. Можно поехать на вечернюю рыбалку, встретить закат. Можно поехать на такую песчаную косу, например. Также можно съездить на близлежащие острова с местными и даже поехать на резорт. Сейчас на острове происходит стройка. За счет этого пока что мало людей. Ну, кстати, стройка вообще не мешает. Но когда все достроится, я думаю, это превратится в очень населенное место. Вот здесь прям виллы прям на первой линии. А это, посмотрите, какие такие интересные штуки. Вот такие волосинки. Вот. Это все корни, которые пускают дерево с самого верху. И потом превращается вот в такое дерево, это все превращается. Это называется баньян. Тут тоже, смотрите, какой прекрасный вид, да, у кого-то на море. Здесь можно заказать себе кокос. Кстати, кокосы здесь $3-4. И тут даже можно выпить кофе. Что, чуть не врезалась? Да. Вот, единственный такой вот. Для кого-то, может, это минус. Ну, меня это как-то вообще не смущает. Вот на первой береговой линии строится 9-этажное здание. Или даже 11-этажное. Но не суть. То есть на море этого вообще не слышно никакого шума. Все хорошо. Но самые красивые сейчас покажу вам улочки. Это следующие несколько улиц. Там прям классно.
уютно. Там много цветов. Так что давайте, наверное, туда с вами отправимся. Здесь также строится здание. Ну, а мы с вами пойдем на красивую улочку. А это ресторан такой. Смотрите, какие цветы, как в Греции. А это как в Крыму. Красота. Тут ресторанчик есть. Местные сидят. А это какие-то такие тут яблоки. Это вроде китайское яблоко. Здесь на самом деле много разных растений, фруктов экзотических, прямо на улицах. Например, у местных во дворах огромные манго деревья. А вот, кстати, трудятся местные. Так, выходим с вами на такую улочку. Hello. Так, смотрите, мальчик что делает? Он цыпленочку поет. Вот так тут местные развлекаются по-своему. Мы приехали не на резорт, а именно к местным жителям. Вот смотрите, какие у них яркие здесь дома. Это, например, хлебное дерево. Из него можно что-то приготовить. По вкусу напоминает и хлеб, и картошку, но я не пробовала. Просто прочитала. Вот так живут местные здесь. Здесь, например, мороженое можно заказать, мохито, молочные коктейли. Сейчас обед. Людей мало. А вот посмотрите, я не знаю, будет видно или нет, но вот здесь прям манго видно. Большое, крупное манго. Плоды прям. Местные очень многие катаются на байках. Мне кажется, для них это просто как развлечение. Вот, например, как местные живут. Вот так тоже живут. А там, кстати, канализационную трубу прокладывают. Вот как местные живут. Кстати, местные очень добрые, улыбчивые. То есть вообще просто прекрасные люди. Нам понравилось общение. Тут можно экскурсии заказать. Здесь можно индийскую кухню попробовать. Кстати, из бюджетного это как раз такая кухня. Ну и в принципе на Мальдивах очень много индийской продукции, потому что это рядом с Индией. Продолжаем гулять с вами по местной улице. Кстати, здесь очень вкусная еда и дешевый прайс. Там блюдо 5-6 долларов. Попробуйте, если хотите. А здесь можно выпить вкусный кофе. Также здесь магазин всякой сантехники. Продолжаются такие красивые цветные дома местных жителей. Вот, посмотрите, целые банановые плантации, считай, дома. И вот можно посмотреть, там бананчики. И вот с этой стороны уже видно море. И с той стороны тоже видно море. Остров маленький, но уютненький. Вот
Сирийская роза, например. Все как у нас. Тоже индийское место, заведение. И магазинчик. Вот такой. Что, пойдем посмотрим, что там есть? Поснимаем, да? Сейчас покажу, что тут есть вообще. Разные виды чипсов. Фрукты у них. Бананы, яблоки, апельсины, ананас. Все как у нас, ну и арбузик. Печеньки. Например, даже печенье с лимоном есть. Сардины. Вот это тунец. Вот они любят тунец есть. Макароны есть. Из напитков у них есть здесь и Нескафе, и Кока-Кола, и местные всякие соки. Молоко даже есть. Кстати, тоже пробовала. Это тоже тунец копченый, но он суховат. Ну, на разок попробовать интересно. Ну и всякие тут консервации. Сейчас еще зайдем, могу еще показать вам. Это такой маленький магазинчик. Так, вышли с вами из магазина и продолжаем осматривать местную жизнь. Здесь даже вам могут пошить одежду. Вот смотрите, мастерская швейная работает. Тут тоже стройка продолжается. А вот это катарантус. У меня такой дома растет, представляете? Как круто. Там уже причал. Туда с вами тоже прогуляемся. А это их мечеть. Здесь каждый день около 4-5 раз у них молитва. Мне нравится, они на камеру позируют тебе. Молодцы мы. Сейчас за нами пойдем. Такие хорошие. Вот, а сейчас мы с вами вышли к причалу. И просто посмотрите, запомните, как сейчас здесь в обед. Никого фактически нет. И я вам потом покажу, что здесь происходит вечером. Как эта улица оживает, и все местные выходят именно сюда гулять. Там, смотрите, даже у кого-то есть машина в гараже, чтобы вы понимали. Кстати, Мальдивы — это мусульманская республика, и здесь запрещено привозить с собой собак. Здесь запрещено есть свинину. Ее здесь, в принципе, в кафе вы не найдете, по крайней мере, на местных островах. И также здесь запрещен алкоголь. И женщины приезжие, если вы приезжаете на местный остров, вы должны закрывать плечи и закрывать колени. Особенно, если это будет место менее туристическое. Этот остров еще более-менее туристический. Вот такой цвет воды, бирюзовый. Даже на причале. А вечером здесь можно увидеть, прямо вот здесь, можно увидеть больших акул и мант. И я надеюсь, нам с вами повезет, и я вам их покажу. А мы продолжаем с вами идти по улицам. И давайте зайдем еще в один магазин. Здесь немножко по-другому. Чуть больше продукции разной есть. Например, манго, ананасы,
питахая, разные сладости, чипсы и тоже разные чипсы есть, даже индийские. Напитки, смотрите, есть пиво, но оно безалкогольное. Ну, кола, фанта, спрайт такой. В холодильниках овощи, как у нас. Капуста та же, перец, огурец, всякие йогурты или пудинги без холодильников, хлопья, печенье, крекеры, макароны, лазанья даже есть. Представляете? Масло растительное. Даже есть такое пиво. Например, киви мята, апельсин, персик и безалкогольное. Что у них тут еще продается в местных магазинчиках? Ну, все такое. Пасты, щетки, гели для душа, варенье, джемы, овощи, кукуруза. А здесь курица в основном и сосиски. Ну и яйца есть. Вот. О, кстати, даже перец есть, продается в таких больших коробочках. Вообще здесь можно рассчитываться в магазинах и мальдивскими руфиями. Это отельчик. И это отельчик. И долларами можно. Можно в аэропорту поменять на руфии, но мы не успели. Будет немножечко дешевле. Вроде как. А так, иногда даете доллар, и вам дают мальдивскую руфию на сдачу. Деньги у них, кстати, такие красивые. Вот смотрите. Все видно. Так, это 100, сотка. А это 20-ка. У них, например, рыбки есть. Такие нарисованы. Кораблик нарисован. Ракушка. И футболист. Здесь любят очень играть в футбол. Здесь одно, даже нет, здесь на острове несколько футбольных полей. И я вам покажу потом вечером. Местные тут приходят, играют, даже девушки и дети также играют в какие-то свои игры. Какие у них деревья. Высокие-высокие. Можем с вами зайти в еще один магазин. Посмотреть, это более европезированный магазин. Там больше продукции. Кстати, пробовали вчера местное мальдивское мороженое с кокосом и маракуйей. Довольно вкусно. Чипсы, например, с бататом. Большой выбор орехов, батончиков разных. Фруктов тоже немного фруктов. Зато прикольно висят бананы. Прям можно их подойти и ножом отрезать. Также печеньки разные. И орео есть. Но вас же интересует, что здесь есть местного. Мальдивский завтрак можно купить даже в таких банках. Это очень остро. Вот это не острый. Даже на подарки можно. Тунец можно взять. Непонятные какие-то печеньки. Мороженое у них. Даже есть магнат с мятой. В общем, выбор есть. Чаи. Вот, например, мальдивские с корицей. Это их местная сладость. Кокосовые такие конфетки. Очень вкусно. Попробовать можно. Напитки такие. Кола, фанта, спрайт. Кофе.
М. Вот это классный от комаров спрей работает. И даже можно что-то купить из одежды, если вы что-то забыли. Такие красивенькие всякие тарелки с пальмами, чашечки. Ну вот мы, например, сейчас взяли напиток, энергетик и кофе с молоком, там холодное. $3,5 за 2 напитка. Кстати, энергетик всего лишь там 150 миллилитров. Цены тут такие, не низкие. Если что. В кафе тоже цены не низкие. Но в индийских местах нормальные цены. Вполне. И вкусно. В среднем, если по одному блюду взять в обычном кафе здесь, и один какой-нибудь напиток, выйдет где-то, ну, баксов 30 минимум. А в индийском заведении можно поесть, причем объесться, долларов на 15 на двоих. Вот. Скоро эти стройки закончатся, и здесь будет куча людей. А пока что уютный остров. Кстати, этот остров считается один из самых чистых тут. Местные здесь сортируют мусор, следят за рифом, перерабатывают мусор, еду. Чисто. Стройка. Нет, здесь правда чисто. И каждый вечер на пляже мужчина ходит и собирает весь мусор с пляжа. Местные здесь тоже труженики, это видно, они постоянно работают, облагораживают территории. Вот, чисто обед, просто куча людей. Забитое место. И, кстати, невкусное место. Вот так вот и бывает. Включимся дальше с вами на море. Пойдем сейчас поплаваем. А мы пришли на ужин. Тут у нас картошечка, фреш, ананасовый и рыба. Она огромная. Чтобы вы понимали, размер моя ладошка и рыбка. И котики уже просятся. Там не видно. Называется рыба тревелли. Такая. Классно. Пока я снимала обзор острова, начался тропический ливень, и было принято решение пойти домой пить чай. Мы пришли с пляжа, и начался тропический ливень. Дожди у них кратковременные, но сильные. И ночью сегодня тоже был ливень. Ну а утром просыпаешься, уже солнечная прекрасная погода. Единственное, что напоминало о дожде, это лужи на дорогах. Так, показываю вам рум-тур. Тут такие 2 кровати. Дальше туалет, душ. Все чисто, нормально. И тут такой прекрасный вид у нас. Такой балкончик. Дверку открываем. И тут пальмы у нас. И какие-то еще растения. И пальма, гляньте, класс. Красота. Вот так примерно бывает, когда прошел ливень. Буквально там час он полил, и все. И лужи кругом. Но все равно солнце будет, все высохнет. Ну вот так попали опять под ливень тропический. Это мы сейчас ходили в аптеку, брали что-то от ожогов, потому что мало взяли. Вот. Он прям сильный, прям стеной идет. Сейчас подождем чуть-чуть и дальше пойдем. Вот это мощно, конечно. Если так хвостики на голову может попадать.
Сейчас вроде погода нормализовалась, и я вам покажу еще часть острова и пляж. Так что пойдемте. Кстати, такие есть развлечения на пляже. Можно покататься на джетски и так далее. Вот такие цены. И экскурсию можно также взять на джетски. Вот, даже на банане можно покататься. Именно с этого места начинается путешествие каждого туриста по этому острову. Мы находимся сейчас на причале, и на таком спидботе прибывают туристы для отдыха здесь. Так что пойдемте поисследуем остров. Здесь у нас такая мечеть. И все гоняют на байках. Сегодня прошел у нас ливень, поэтому ходить тут сложновато из-за луж, но возможно. Здесь еще располагаются лодки рыбаков, а там вдали, видите, виднеется телевышка. Кстати, интернет здесь прекрасный. По крайней мере, у нас нареканий не было. Так, нужно будет как-то перейти здесь. Ну, пойдемте. О, как машинки ездят. А здесь у нас располагается банк, где можно снять денежку с вашей карты. Пойдемте дальше. А вот именно здесь каждый вечер можно увидеть акул и даже мант. И крабиков тоже. Это такое место сбора туристов и рыбаков, которые привозят рыбу. Тут высаживают молодые пальмы. И там вдали, видите, кафе, магазин. А здесь привезли строительные материалы на остров. Здесь я видела, играли женщины и дети в какую-то свою игру. Такое здесь поле. Там мужчины разделывают рыбу по вечерам. Вот там. И также здесь продают бензин. А вот здесь у нас детская площадка. Там горка даже у них есть. И такие качельки разные. И идем с вами дальше. Посмотреть, что тут есть. Кстати, Мальдивы самое низко расположенное государство в мире. Самая высокая его часть 2,4 метра. Самая высокая точка. Смотрите, какая красота сейчас будет. Прямо здесь начинается бикини-пляж. И он расположен почти по всей береговой линии. Давайте прогуляемся с вами по пляжу и посмотрим, как отдыхают люди. Вот кто-то идет уже на дайвинг. А потому что здесь потрясающий риф. И можно сразу прямо у берега увидеть больших рыб. А если проплыть чуть дальше,
можно увидеть акул и даже черепах. А там вдали виднеется пикник-остров. Небольшая песчаная коса, где можно приехать пофотографироваться или попикниковать. Как вам цвет воды? Вода чистейшая. Видно дно. Людей, как вы видите, немного. Вот здесь от отеля, например, такие зоны отдыха. Кстати, давайте я вам покажу, что здесь за подводный мир. Какие здесь рыбки прямо у берега. А здесь такая зона отдыха с лежаками от отеля. А мы идем с вами дальше. Кстати, из живности здесь есть крабы-отшельники, такие прикольные. Вот, смотрите. Если видим, оп, спрятался. Сейчас. Давай, выходи. Боится. Давай. Ну, тут какой-то трус. Боягуз. Может быть, здесь? Ля. Не хочет выходить. Не хотят. Вот, побежал. И спрятался сразу. О, здесь есть, кстати, большие муравьи черные. Наверное, раз в 100 больше, чем у нас. Крабы-отшельники. Летучие лисицы. Акулы прямо у берега. Большие рыбы.
А сейчас мы с вами выйдем. О, а сейчас мы так не выйдем. Сейчас прилив образовался. Пытаюсь пройти. Штаны все мокрые. Блин. Это все потому, что тут прилив. Все, у меня все штаны мокрые. Я не захотела идти через остров. Решила пройти прямиком. Но это, конечно, интересно. И тут у нас такая красота открывается. Здесь много, кстати, лежит разных кораллов. Тут побольше кораллов. Смотрите. И именно поэтому вот на этой части здесь никто не купается. Но дальше, вот там уже все плавают. Все нормально. Тут есть такие зонтики простенькие и лежачки. Вот вышли мы с вами на такую косу. Тоже людей нет. Ну, к вечеру здесь бывают люди. А в этой луже малые плавали как раз. Вчера я видела. С кругами. Кто-то учился плавать. Там вдалеке можно увидеть остров Резорт. И 3 головы плавают, снорклят. То есть здесь можно смотреть рыбок прям рядом. А с этой стороны такие недостроенные здания. Можно посмотреть. И смотрите, какая птица. Напишите, если знаете ее название. Пока что не боится меня. Идем к ней. Такая прикольная. Наверное, сейчас залетит. С виду как цапля какая-то. Смотрите, как она интересно входит. Улетела. Так, с этой стороны выглядит все это вот так. Но я здесь не купаюсь, не плаваю, не загораю. Хотя люди и здесь тусуются. Я отдыхаю дальше, где только растительность и где видно только море. Как раз сейчас туда мы с вами пойдем. Сегодня жара просто дикая, при том, что только был дождь. Кстати, я обгорела, при том, что у меня смуглая кожа. Я во второй день проснулась с тем, что у меня опухло лицо. Это, конечно, что-то новое. Лицо у меня не опухало никогда. И настолько сильно я не обгорала. При том, что я была в тени, мазалась постоянно солнцезащитным кремом, и это не помогло. Скоро здесь достроятся эти многоэтажки. Вы представляете, да, многоэтажки на километровом острове. И здесь из уютного, уединенного места все это превратится во что-то другое. Прямо у берега можно наблюдать стаю рыбок маленьких. Попробую вам позже подснять их. А вечером я вам покажу
как здесь живут местные и чем они занимаются по вечерам. Кстати, здесь можно купить кокос. Стоит $3 прямо на пляже. Также ананас, арбуз и что-то еще. Дальше тоже можно купить кокос. Как видите, места здесь каждому хватит. Такая лодочка здесь красивая. И мы, в принципе, подошли к тому месту, откуда я сегодня начинала эту съемку. Какие здесь шикарные пальмы. Под ними можно укрыться. Солнечный, знойный день. И наслаждаться таким прекрасным морем. Сейчас присядем, и я вам покажу местную еду, которая продается здесь прямо в магазине. С кокосом, с тунцом. Довольно вкусно. Мы, например, обедаем, берем в отеле лепешки роти, берем эту мазилку и садимся и едим. Плюс разные фрукты, какие находим. В основном здесь очень вкусный манго. Остальные фрукты, ну, такое, обычные. У нас, мне показалось, даже дома такие фрукты вкуснее. Так, ну пойдемте выберем любой лежак и присядем. И вот с таким прекрасным видом я буду сидеть и любоваться такой потрясающей морской водой. А сейчас мы с вами поплаваем в этой прекрасной воде. Смотрите, старые куда-то уплыли. Красота. Вода чистая, кайфовая. Голубая-голубая. Класс. И такой вид просто невероятный на пальмах. Смотрите, какая вода. Вот, все видно. Ходила в магаз, получается, вот, пиво 0,3 безалкогольное, напиток еще какой-то и чипсы вышло 4 с чем-то $. Такие тут цены. Сейчас будем приступать к обеду. Смотрите, вот тоже стоит пару $. Это у нас такой мальдивский завтрак, который называется маскуни. Такая вот консерва, там тунец, кокос, лук, лимон, хабанеро, соль. Короче, берем такую лепеху и накладываем туда вот такую жиженцию. Опа. Заворачиваем теперь эту штуку. Оно острое. Надо было зеленый брать.
Эстетично. И такая удивительная маракуйя желтая на обед. Уже наступил вечер, и мы сейчас с вами отправимся в секретную часть острова, куда не доходят обычно туристы. А пока я лежу в гамачке с таким прекрасным видом. Как он? Вот, пляж этот остается с этой стороны, а мы с вами отправляемся прям вот туда, прямо. Идем в самый конец острова. Вот у нас уже прекрасный начинается скоро закат. Смотрите, как они классно украшают свои места разными ракушками. Кстати, тут они разделывают рыбу. Вот прям на таких деревянных досточках все это разделывается. Запах здесь тоже такой рыбный. Вот, а сейчас мы с вами увидим, как вечером проводят свое время мальдивцы. А именно, играют в футбол и катаются на байке. Вот такое у них футбольное поле большое. Давайте посмотрим поближе. Тут сушится, получается, рыба сейчас под низом. Ну, пойдемте с вами дальше. Посмотрим, как играют малые в футбол. Вот, попали с вами немного на тренировочку. А мы идем с вами дальше. И сейчас мы с вами оказываемся вообще в технической части этого острова, где ведется переработка морской воды в питьевую, в ту воду, в которой купаются люди. Вот такая большая цистерна. Тут много таких черных больших бочек. Местные играют в футбол.
Здесь у нас много разных лодочек в нерабочем состоянии. А мы идем с вами дальше. Такая другая сторона острова. Так, а это у нас школа. Там классы такие, если видно. Кабинеты с компьютерами, между прочим. Их там много. Телевизор даже. Еще такие классы. Жалко, наверное, не видно. Ладно. Такие пластиковые стулья, деревянные, старенькие столы. Там есть доска. Прикольно. И мы попадаем из школы. Считай, окна выходят из школы прям на мусорник. Я думаю, вам этого никто не покажет. Обалдеть. Тут у них переработка идет мусора. Вот так как-то это выглядит. Но самое интересное, что это вот школа, вот переработка мусора. Настолько маленький остров, что получается именно так. Пойдемте с вами дальше. Ну это вообще шок. Шок-контент. Обалдеть. Это же тоже груды мусора получается. А он там перегнивает это все. Там куча кокосов, листвы. Да и просто мусор там видно. Вон унитаз там валяется. И вот школа. А то в окружении пальм. Красивенько так. Кстати, этот мусор по вечерам он сжигается. Когда все сжигается, запах соответствующий. Вот это то, что вы видите белое, у меня запотела линза. Кошмар какой. Как это снимать? Ой, сейчас на свету прям очень хорошо видно. Вот мне интересно, это уже все? Камере хана или это просто из-за такой влажности, и дальше, если снимать в нормальном климате, все будет нормально? Потому что в Таиланде я снимала, такой ситуации, ну, не было ни разу. И, кстати, влажность здесь повышенная, потому что в Таиланде вещи сохли гораздо лучше, чем они сохнут здесь. Здесь может пройти ночь, и вещи все равно будут влажными. Тут ветер поднялся. Сейчас мы выйдем с вами еще на одну интересную часть острова. А сейчас мы с вами вышли вот в такую насыпную часть. Вот море, вот насыпь. Здесь они таким образом увеличивают площадь острова. Так как вы знаете, острова размываются. И через 100 лет, возможно, Мальдивы уйдут под воду. Мальдивцы борются с данной катастрофой. На самом деле здесь по вечерам очень много кто катается тоже на байках, и много детей. Детям по приколу вот сидеть на этой горе и играть там. Такие развлечения у местных. Они тут бегают, ползают по пальмам или под таким вот кучкам. Здесь, к сожалению,
мусор. Хотя там, где туристическая зона, мусора нет. Его каждый день убирают. Вот так все выглядит. Вон малой там бегает, не видно. А, видно. Малой бегает, прыгает. Прям как мы в детстве по песку. Волнорезы тут такие искусственно сделанные. Даже женщины катаются. И посмотрите даже, что тут есть. Они высадили маленькие молодые пальмы. Вот так в ряд. То есть здесь будет скоро еще одна часть острова, судя по всему. Пойдемте с вами дальше. Тут все примерно понятно. Вот так примерно население проводит свое время по вечерам. Кто катается, дети играются. Но в основном большая часть, да, местных на причале. Вот еще здесь такой мусор. Где-то органика, где-то нет. Там все в таких пакетах. Давайте посмотрим. Вот здесь все. Это жестяные банки. Все в кучках собрано. Здесь отдельно стекло. И здесь жестяные банки. Здесь такой мусор. Ну, такая вот у них часть, где они это все перерабатывают. И что-то сжигается, что-то, возможно, вывозится. Такие железки тут. И там все тоже набито мусором. Ну и там мы с вами были. Там коты и мусорник большой, свалка. Здесь что-то будет строиться. Дико извиняюсь за вот это пятно перед камерой. Это уже на линзе. Я это убрать никак не могу с такой влажностью. Как-то GoPro не справляется. Здесь такая спортивная площадка. Такое поле для баскетбола или для их какой-нибудь игры местной. Это все рядом со школой. А вот это, получается, школа. И рядом совсем садик детский. Такая территория у них. Так, тут у нас мечеть. Здесь стройка какая-то. И вот там прямо по курсу будет медицинский центр.
вдруг кому нужна будет помощь, там есть прям на территории этого центра аптека. Я там вчера брала какую-то мазь от ожогов местную, розовую. Ну, то есть, видите, она находится в конце острова, аптека. Вот тут такая скорая есть. Это сам медцентр. И вот там, где как раз футбольное поле, там аптека. Сейчас быстренько вам покажу. Тоже пару машинок таких скорых. И прямо вот здесь вот эта аптека. Такая маленькая. Ориентир футбольное поле. А мы идем с вами на причал. Смотрите, это у них прям манго растет. Такое маленькое деревце уже дает плоды. Там несколько плодов есть. А еще прикол этого острова, что и с той стороны, и с обратной, когда ты стоишь посреди острова, видно море. Вот так мы вышли с вами к причалу. Местные отдыхают в своих таких лежанках с веревочками. И так интересно выполнено. Я покажу. Такие вот сетки. Удобно. Можно сесть. Можно вот так, как место. И сидеть. Отдыхать. Вообще удобно. Нормально. Кофеек попить можно. И посмотреть на море. И пообщаться с кем-то. Вот, пойдемте с вами дальше. Вот, местные. И там сидят девушки. Вот обычно как раз девушки, женщины, они выходят к вечеру. Вот как у нас на лавочке выходит кто-то посидеть в парк. Ну, у них вот так примерно. У пальмы и в закрытой одежде. И сидят. Мужчины, я смотрю, сидят в основном в своей компании, общаются, а женщины своей. Вот как-то так мы идем. Кстати, посмотрите, а лодочек-то у них довольно много, как и байков. Вот сидят, отдыхают. Вот и это все лодки, и многие еще не доехали. Многие на вечерней рыбалке. Вот там тоже местные сидят на стульчиках. Мужчины играют в какие-то игры. Примерно так местные проводят свои вечера. Они выходят вот сюда. И кто-то общается, кто-то играет, кто-то катается. В основном местных на пляжах почти не видно. То есть они в основном здесь по вечерам. Днем также их не видно. О, сейчас покажу. Тут девушки как раз играют. Сейчас вот вечер, время заката.
там и детки есть. Тут в кофейнях делают попкорн для детей прям. И они во что-то вот играют. Вот у них мяч футбольный. Там есть женщина-вратарь. И как-то проводит свое время. А вот так вот после 7 остров вымирает. Почти никого нет. Мы сейчас находимся возле причала. На картах он называется как Шарф-Риф, а именно риф с акулами. И, возможно, мы даже увидим с вами сейчас акул. Так что пойдемте вместе со мной. Кать, что ты делаешь? Я кормлю акул. А как же коронная фраза? Катя. Как же коронная фраза на Мальдивах? На Мальдивах. Все. Are we sleeping here sometimes? Sometimes we're like... Are we sleeping? What like this? Давай глади. Маленький такой. Рыба. Заметила? Кать, что ты делаешь? Кормлю акул на Мальдивах. Вот ее плавник. Сейчас отсюда выйдет, наверное. Вау. Поплыла по своим делам, деловая. О, спит. Смотрите, спит. Вау. Обалдеть, жабрами дышит. Большая какая. На камере вообще не видно, какая она большая. Класс. Вот так они спят. Вот там цапля стоит. Вот приходите после заката, и я думаю, вы их увидите. Тут даже увидела сейчас скатов. Не успела заснять. Короче, круто очень. А тут местные разделывают рыбу. Лобстеров, в общем, все, что находят на дне океана. Чтобы вы понимали, ужин $9. Представляете? Просто супчик с крабом. Неплохо, да? Все тут у нас. А тут паста всего лишь тоже $10. С морепродуктами. Приятного аппетита. Что? Ничего нет. Нет, тут есть. Не то. А я тут надолго. Ты вот пасту съешь, я еще полчаса буду сидеть с этим крабом. Всем доброе утро! Сегодня наступил следующий день, и сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по местным островам. А именно мы с вами поедем на Мативери и на Химанду. Так что поехали вместе со мной. Погода у нас сегодня замечательная. Нас привезли, получается, на Пикник-Айленд, Пикник-остров, рядом с Мативери. Вот Мативери, рукой подать, но туда обычно, там течение сильное, там не проплывешь, хотя там маленькое расстояние. Смотрите, какая красота, какая вода, это просто обалдеть. Очень красиво. Так, эту штуку мы проходим. Просто невероятный цвет воды. Прям вдаль идет. Смотрите. Как жалко. Такая райская красота. И, к сожалению, тут лежит мусор. Много пластика, много бутылок. Очень жаль, что их никто не убирает. И смотрите, людей в принципе нет. Очень мало людей. Как красиво. Сейчас будем с такой красотой плавать.
сейчас выходим на вторую часть этой косы, этого пикник-острова. Тут тоже тишина, красота. Вау. Единственный момент, здесь негде укрыться. Нам предложили зонтик. Я решила пока, что мы погуляем. Тут осмотримся. Вау. А вот сейчас мы прибыли с вами на остров Мативери. Это остров с местными. Но, возможно, из-за жары мы здесь никого с вами не увидим, потому что мы приехали сейчас 12 часов дня. Чтобы вы понимали. Прям здесь видно такой бирюзовый красивый оттенок воды со всех сторон. И надпись «Welcome to Мативери». Давайте посмотрим, что же здесь есть. Я думаю, мы с вами быстро обойдем этот остров, потому что он всего лишь 300 на 400 метров, если я не ошибаюсь. И смотрите, здесь сразу есть такая детская площадка. Довольно большая в сравнении с Укулусом. Горок побольше. Возможно, значит, здесь и детей побольше. Симпатично. А вот здесь даже есть у них спортивный клуб. Вот. А вдалеке местный. Один единственный пока куда-то катается. Неудивительно, что здесь никого нет. Сейчас такая жара стоит. Но зато очень тихо на острове. Остров не особо туристический. Здесь вроде как всего несколько отелей на острове. Вот что-то одно строится, здание. Вот там я уже вижу море. Красивые цветы, даже франжипани я вижу. Ну, чуть позже туда прогуляемся с вами. Пока давайте сходим прямо. Там какая-то кафешка я вижу. Так, тут у нас завтраки, например. Завтрак мальдивский 60 руфий стоит. Это около $4. Такие красивые цветы. По тенечку с вами пойдем. О, как много там птичек. Вау. Наверное, чья-то территория. Вау. Маленькие. Прикольные. Там их много. Вот местные поехали. Ничего. Нормально ездить. О, здесь туристический магазин. Что там? Надо? Мне вроде не надо. Просто показываю вам атмосферу острова небольшого.
Опять эти яблочки китайские. Я вижу. Местные так сушат одежду свою. Кстати, вот это можно есть только когда оно будет белым. Но оно горьковато имеет вкус. Я уже забыла, как это называется. О, местные даже кактусики выращивают. А это молитвенная. Ну, местные ходят. Хоть несколько человек на улице есть. Но в основном только местные. Пока туристов, кроме нас, замечено не было. О, это прешкола, то есть детский сад, наверное, да. И такое у них футбольное поле. Видимо, по вечерам они здесь играют. А сейчас мы выходим с вами к общественному пляжу. Здесь в бикини нельзя купаться, там у нас воду перерабатывают. Ну, тут как-то то ли камни, то ли кораллы прям тут. Тут даже покупаться не получится. Ну, возможно, сейчас попробуем найти с вами именно бикини пляж. Здесь пляж для местных. Такой. Здесь тоже бикини запрещено. Вот прям табличка, да, и в целом тут шумно. Вот, бутылки пластиковые есть. Красиво все равно. И здесь также не покупаешься. Здесь в основном какие-то булыжники прямо в начале. И качелечки. Пойдемте с вами дальше. Так, тут строечка. И прям рядом отель. Так, Мотивери Cool Breeze и Sunset Beach Stay. Зато с таким видом на пальму. Отельчик. Там на втором этаже у них кафе. Интересно, там может быть? Нет, тут тоже бикини запрещено. Значит, не тут. Это другая часть. А пахнет тут как вкусно. Тут вот цветы наши есть. Класс. Там, по-моему, кладбище виднеется. Да. Сейчас покажу. Мне вот интересно, это именно для местных кладбища или нет? Потому что у них же много людей. Ну, как бы, кладбище, оно же не бесконечно. Но там оно, я думаю, видно. Местные все в темном ходят. Жара такая. Вот кладбище такое. И идем прямо и видим пляж. Возможно, даже бикини пляж. Сейчас посмотрим. И это тоже написано, что это пляж для местных. Что здесь бикини нельзя. Но здесь хотя бы нормальный заход в воду. Вау, красиво. Надо хоть ножки помочить. А вода просто... Вы не представляете, плюс 30 градусов. Вода кайфовая. И какая длинная линия бирюзовая. А вдалеке волны барахтаются. Вот так каждый день у них звучит молитва. По 4-5 раз в день. Но она не длинная. Ой, там красивая роща с пальмами. Здесь местные вот женщины отдыхают. Так.
И прям на пальмах такие прикольные лежаночки сделаны. Я прям как местная. Не, ну прикольно. Смотрим на море. Вообще хорошо. Хочешь посидеть? Вообще класс. Время есть. Мы никуда не спешим. Останется еще один остров. Если мне хватит батареи и камеры. Потому что у меня перегревается камера. Это просто ужас. Она горячая, как кипяток. А здесь такая открывается прекрасная пальмовая роща. Такие высокие пальмы. Красивые. И шум океана. Сейчас подойдем с вами ближе к морю. Пока я не нашла, кстати, бикини-пляж. Мне прям интересно. Он тут есть или его нет? Пока туристов я увидела одних. И то они были на пляже для местных. Вау, как красиво! Так, тут у нас что? Вот, у них много, кстати, таких качелек по всему берегу. Вау, какая пальма красивая. Свисает над водой. О, класс. И в то же время здесь такие железяки прям в воде. Вот тоже какой-то гестхаус. Ревели ретрит. Так, это мы с вами были сейчас на правой стороне острова, а теперь идем на левую. Вот такие здесь красивые франжипани. Как они называются, эти наши? Ладно, наши цветочки, не помню название. Еще разные цветочки. Очень красиво. Пальмочки, куда же без них. Буйство красок. Желтые, розовые, малиновые. Вау. Красиво. И с этой стороны тоже пальмы такие высокие. Потому что, например, на Укулосе там пальмы низкие. В основном баки есть. Тоже с водой. Для воды. Банк здесь также есть. Терминал, можно снять деньги. Это я не знаю, что. С этой стороны не видно. Вот, даже полиция есть. Представляете? Вот такое место у них. О, пальмы красивые. Сейчас выйдем с вами еще к морю. Включусь там уже. А мы вышли к этой части острова. Здесь лодки старые стоят. И тоже пляж не особо. То есть с камнями он. Технический такой уголочек. Что там дальше, непонятно. Сейчас пойдем узнаем. Вдалеке виднеется резорт. Мы когда сюда плыли, тоже было несколько резортов. Один заброшенный, один рабочий. Вот там эти лодки остались. А тут у нас, смотрите, строительная какая-то свалка. Интересно. Такое райское место. И я до сих пор не нашла бикини-пляж. Хотя вроде остров маленький, но пока ходим. Ничего не находим. Напишите, хотели бы вы тут жить на райских островах.
Жара тут адская. Тут даже ночью, если честно, спать сложно. Очень. Ходить днем тоже. Так, включусь позже. Вот мы вышли еще к одному пляжу. Пока не понимаю, можно плавать или нет. А мы с вами были перед этим вот на этой косе. А вот тут, как и на любом острове, мусор перерабатывается, складывается в такие мешки и, возможно, вывозится. Что-то сжигается. Здесь можно вот взять бананы, покататься, джетски и так далее. Пальмы, стройка, стройка. Наконец-то мы нашли бикини-пляж. Увидела женщину в купальнике. Какие-то орехи тут под ногами. Местные сидят за столом. Кафешка какая-то. О, наконец-то. Шли и нашли. Да, вот женщина в купальнике сидит. О, ну тут хоть и заход, хоть какой-то, да, есть. Сейчас посмотрю. Да, здесь более-менее немного кораллов. По-моему, довольно глубоко, ну или прилив сейчас. Здесь заход какой-то есть. Можно спокойно плавать. Вот такой остров небольшой. Как вам? Напишите. А сейчас мы с вами поедем на Химанду. Вот мы и приехали с вами на очередной остров с местными, на Химанду. Пойдемте с вами гулять. Мы ехали из Мативери сюда 45 минут примерно. И с Упуласа до Мативери мы ехали полчаса. Так что обратная дорога будет долгая, возможно. Вот это вдалеке зеленое здание, это уже виднеется школа. Мы когда сюда, кстати, подъезжали, здесь полили мусор. Прям такой запах и дым стоял конкретный. Вот здесь у них сколько деревьев с франжипани. Какой аромат прекрасный, как красиво это все. Вау. Так, там бочки. Все как всегда, как на любом местном острове. Переработка воды. Школа у них. Вот аптека. Какая-то бизнес-школа. Интересно, академия мальдивская. А, вот аптека, если что. И опять кладбище. Здесь черные, например, памятники. На Мативере были белые. И там стройка. Телевышка. О! Там я вижу вдалеке футбольное поле. А мы вообще идем на бикини-пляж. О, это медицинский центр. Больничка. Так выглядит она. Кстати, я не смотрела, остров он большой или маленький. Меньше он Мативери или нет. Потому что пока что вот первая линия, и здесь уже все есть. То есть это как такая зона для местных. Прям у причала. Сейчас жара, как обычно. 2 часа дня. Мы вышли снимать, называется. Такое у них большое футбольное поле. И никого сейчас нет. Я думаю, вечером все выйдут играть. Также я вижу уже банк. Прям вообще все рядом. Удобно. Вот у местных такой гамачок. Так, там есть еда и вода. О, китайцы вышли оттуда. Так, первые туристы, которых я тут вижу. А это у нас магазинчик. А давайте-ка зайдем, посмотрим, что там есть. У входа мы всегда разуваемся. Вот, это местные, кстати, такое едят. Орехи какие-то пробовала, не поняла. Ну, полки полупустые. Какие-то интересные специи, крекеры. Напитков немного, да. Кола, спрайт, фанта. Какие-то
Еще напиточки. Сок и швепс. Все. А что вам надо? Что еще есть? Молоко. Ну, точнее, сливки, наверное. Макароны, спагетти, сиропы, кетчупы. Тут карандаши, бантики для детей, мужские инструменты, гвозди разные, краски. Или что это? Ну и все. Вот так вот. Из фруктов только бананы, получается. Полки пустые. Грустно. Может быть, там есть еще другой магазин, где больше продукции. Но пока то, что первый мы зашли, вот он такой. Вот местный куда-то поехал. Hello. Так, вышли, идем дальше. Исследуем остров. Еще один магазин. Пойдем еще посмотрим. Опять магазинчик. Чисто поглазеть с вами. Чуть-чуть. Ну вот тут хотя бы есть орехи. О, вот это, кстати, вкусные. Может, возьмем? Эти я люблю. Я их что-то у нас перестала видеть. А, подожди. А, ну да, это с кокосом. Напитки какие-то есть. Даже кофе есть с орехом, что ли. Интересно. Надо взять, попробовать соки, напитки. Йогурты у них так хранятся, без холодильников. О, баккара. Хотите? Духи тут даже есть. Вот это, кстати, интересно. Здесь просто местные женщины, когда проходят, от них так приятно пахнет. Даже есть, смотрите, арахисовая паста. Вот это. Молодец. Сломала. Ну, как обычно. Так, Принглс есть. Печеньки. Хлопья. Масала, разные специи. Ну, такой вот магазинчик. Вот, смотрите, там море видно. И там море видно. Вот такой вот остров. Небольшой. Идем с вами на пляж. Смотрите, а это что у нас? Будка телефонная. Прикольно. Необычно. А, вот еще, смотрите, море. Вот, давайте сюда, поближе. Потому что уже по этой жаре сложно ходить. Вороны тут есть. Что-то тут делается, кошеварится. Пальмы тоже высокие. И вода красивого бирюзового цвета. Только непонятно, это бикини пляж или нет. Но вроде не было нигде никаких надписей, указателей. О, какие красивые ракушки. Вау. Круто. Там женщина. А, ну можно у женщины спросить, это бикини пляж или нет, да? Потому что мне напоминает, вроде как бикини пляж, потому что по видео я смотрела, похоже. Да, похоже. Ну, я на всякий случай уточню. А вот женщина подметает. Тут такая мастерская. Прям у берега. Это что? Это орел? Короче, тут какую-то мы вышли в техническую зону, сказали, пляж где-то там, в бикини. Не знаю, пока много места. Что-то они там все делают, работают. Вообще обзоров нет.
практически на ютубе насчет этого острова. Покажу я вам, как он выглядит. Пока идем к пляжу. Я думаю, включусь, когда туда попадем. Вроде местный сказал, бикини-пляж там, ну не знаю. Тут у нас такая телевышка. И тут мы вышли к месту, где сжигается мусор, воняет. Вряд ли это бикини-пляж. Жесть какая. Жарко, еще так непонятно, где можно покупаться. Местный сказал, что вот это бикини-пляж. Рядом со свалкой, где воняет. Какой трэш. Серьезно, меня Мальдивы иногда удивляют. Туда можно, да? Туда можно, да? Все. Местный подсказал, можно туда. Но вроде тут не пахнет. А когда мимо острова проезжали, запах был. Вот, так что нам тут подсказывает, куда еще идти. Ага. Тут хорошо. О, ну тут сносно. И тенек есть. Хорошо. Такая вот линия. Здесь, значит, можно. Here? Yes. Дальше? О, воняет тут трэш. Неужели они тут плавают? Ни один блогер не делал обзор, что бикини-пляж там, где свалка. Ни один. Это жесть какая-то. Полная жесть. Да нет, ну это мусор никакой. Это бикини-пляж? Да. А? Нет, это мусор. Короче, местный нас завел на какую-то свалку. Сказал, это бикини-пляж. Короче, мы либо друг друга не поняли, либо я не знаю. Пойдем искать туристов. Это же какой-то бред. Ехать. Ну, я видела красивое там. Красивое море. Кто-то даже купался. Здесь был бикини-пляж. Вот. Просто мы ехали сюда так долго, и пока что в какую-то попали, ну вы сами поняли, куда. Непонятно куда пока что. Вот так местные живут. Смотрите, у них есть много волнистых попугайчиков. О, класс. Женщины прям полностью закрытые едут. Тут, кстати, отличие, тут граффити много очень. Идем. Короче, ходим, не можем понять, куда нам идти. Вот, кстати, китайцы. Они, интересно, знают английский? Все должны. Вот сейчас спросим хотя бы у китайцев, куда нам идти. Где пляж? Мы наконец-то нашли бикини-пляж. Это ужас какой-то. Вот там телевышка. И вот он справа. Как красиво. Вдалеке. О, цапля. Какая-то местная птица. Резорт вдалеке. Ну красиво тут. Хорошо. Уединенно. Никого нет. На острове мы только что ходили. Тоже никого не было. Вот, называется тут указатель White Sand Химанду. Потому что здесь отель как раз этот White Sand находится. И мы прямо сюда пришли. Здесь хотя бы есть навесы, лежаки, качельки. Так что идем плавать. Даже мангал есть.
такой нашли мы пляжик. Как вам? Никого. Красота. А уже завтра мы отправимся с вами в Мале. И там я сниму тоже совсем немножечко, как там живут местные тоже. Вот так. Так что сейчас мы отправляемся уже домой. Время пролетело незаметно. Вот туда я еще ходила, вот туда, за эти пальмы. Там, получается, там мусора столько, прямо на береговой линии, прямо на песке. Ну, в общем, тут как-то не убирают совсем. Вот здесь более-менее еще убирают, но все равно есть здесь грязь, мусор. Пока Укулас действительно чистый остров, если сравнивать. А сейчас мы уже идем с вами на лодку и будем отправляться обратно. И там уже сделаем свои выводы. Сейчас еще покажу эту часть, пока идем к причалу. Здесь стройка еще прям над ухом, где пляж неплохой. Ладно. Так. Тут вот такой тоже гестхаус. Такие пуфики. И никого нет. Ресепшн. Мужчина стоит с кокосами. А вот ждет. А, вот. И вот семья едет, да, на отдых. В общем, тут пока мы видели одних китайцев на этом острове. То, что на самом деле очень далеко расположен остров от Мали. Если мы вот с Укуласа ехали 30 минут до Мативери и 45 минут сюда. То есть только, считайте, только с Укуласа час 15. О, интересно. Мы сюда ехали. А плюс до Укуласа мы ехали еще час 50. То есть, чтобы сюда доехать, посчитайте, 2 часа 45 минут вроде надо потратить. Ой, я надеюсь, тут есть вообще проход. Телевышки вышли. Как-то на строительную площадку какую-то подошли. Интересно. Так, обуваюсь и иду. Ой, это маленькая птичка. А так смотрела обзоры на этот остров. Ну, и тут такие иностранные. Чисто по картинке выбрала остров. Ну, такое. Картинка не всегда правдивая. Лучше самому увидеть, приехать, сделать свои выводы. Да, случайно попали на стройплощадку. Мы так долго весь остров обходили, а тут совсем рядом. Он находится с лодками, этот пляж. Вот такой получился обзор. Каждый остров друг на друга похож. Везде все одинаковое, в принципе. Ну все, включусь на Укуласе. Тут еще даже мечеть недостроенная. И там какая-то стройка идет. Может попозже превратиться в туристический остров. А пока только мы да китайцы. Наступил уже следующий день, и я готова вам рассказать немного про вчерашнюю экскурсию. Понравилось мне или нет, и что понравилось, куда бы я поехала, возможно, еще раз. У нас вчера была такая экскурсия. Пикник Айленд, дальше Мативери и Химанду. То есть 2 локальных острова и коса. Ехали мы до
пикник острова, который находится прямо рядом с Мативери, полчаса примерно. И до Химанду мы ехали 45 минут с Мативери. И мне понравилось очень пикник коса вот это. Тем, что там было потрясающий был цвет воды. Там можно было сделать живописные, красивые фотографии и просто насладиться этим прекрасным моментом и попасть в небольшой такой рай. На самом Мативери было тоже интересно погулять, посмотреть еще один локальный остров, где живут местные в основном. На Химанду я бы, наверное, не стала бы ехать, если бы знала. Мне бы хватило чисто Мативери или чисто одной косы. Ну, потому что все острова здесь похожи друг на друга. Ехать было далековато. Здесь тоже, кстати, очень красиво. Вообще, на самом деле, мы выбрали прекрасный остров Укулас. Он живописный, он такой уютный, такой загадочный. Все такие добрые люди ходят. Все улыбаются. Тут своя атмосфера. Здесь просто остров, он более туристический, нежели вот те, на которых мы были, Мативери и Химанду. И поэтому здесь как-то легкая такая атмосфера. Много есть и кафешек, и кофейни есть, и магазинчики есть. В общем, тут вообще прекрасно. Так что, наверное, я бы выбрала Укулас и пикник косу. Снорклинг я не особо люблю. Вообще боюсь с акулами и с мантами плавать, поэтому я даже не стала на такое ехать. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть. Сегодня погода вот такая прекрасная у нас. И сейчас пойду плавать. А завтра покажу вам тогда Маля. Смотрите, какой большой краб. Какой он... Ой, испугался. Какой он отхватил ракушку себе красивую. Выходи давай. Класс. Побежал, побежал, побежал. Крутяк. Ну давай, выходи. Опа. Глазки. Показал свои. Акулы. Куда-то поплыли. Акула. Акулы. Раз, два, три. Вот такой сегодня у нас закат красивый. А вот так местные ловят рыбку по вечерам на закате и с утра, даже женщины. Я только что увидела, даже споймала она что-то. Вот мы пришли теперь вечером поужинать, и у нас здесь лобстер в заключительный день. Попробуем эту красоту. Выловлен в этом океане. Выглядит интересно. Вкусно.
Ну все, мы уже отправляемся из этого прекрасного места. И следующая остановка Маля. Покажу вам немного города. Вот так мы приехали сразу в Мале. И здесь такой трафик. Движуха полным ходом. Мы вышли пройтись к крутому рынку, и вот здесь такая движуха на Мале. Дом на доме, куча байков. Сейчас покажу вам еще другие улицы. Здесь едут все, и машины, и байки, и люди ходят, пешеходных переходов тут нет, правил дорожного движения тоже не предусмотрено ничего. Сейчас хоть они проедут, и надо попытаться как-то пройти, но это бесконечно. В общем, будем идти над байками. Улицы очень узкие, и здесь множество стоит байков. Вот, даже моют. Напишите, как вам атмосфера. Я пока в шоке, под впечатлением. Вот мы пришли к рынку, к овощному и фруктовому. Он находится рядом с причалом. И сейчас посмотрим, что тут есть из ассортимента. Это такие большие огурцы у них. Даже есть мята, морковь, лайм. Непонятные какие-то их продукты. Лук, чеснок, картофель даже есть. И даже цветы банана. Арбузы есть, манго есть. Цен я не вижу. И так прикольно висят бананы. Брокколи даже есть. Питахая, кукуруза, капуста любая. Чеснок, тыква. Листья какие-то непонятные. Даже есть рамбутан, мангостин, клубника, виноград, киви. Это, я не знаю что. Что-то большое висит. Маракуйи вообще огромных размеров. Опять корни какие-то. Кокосы обычные, старые наши. Опять листья. Вот это вообще не понимаю, что. Огромное количество кокосов. Людей много, при том, что это уже вечер. Уже сейчас часов 6. То есть рынок работает и вечером в том числе. Короче, такую берем штуку. Она съедобная. Это тоже сказали фрукт. Но он такой своеобразный. Его надо с сахаром и с кокосом. Такой на любителя очень интересный. Его нужно только один раз есть в день. А сейчас мы с вами попали на рыбный рынок. Он уже, правда, закрывается, но вот такие здесь представлены рыбы с мухами. Ого, какая большая. Вот это рыбеха. Огромные рыбины. Вот такой у них рыночек рыбный. Зато свежий улов. Прям с моря. Тут такая рыба. Рыба-игла. Дальше всякие маленькие рыбки. Желтенькие рыбки. Так тут ловят рыбку. Обалдеть. Sorry. О, сколько манг. Прям рядом. Обалдеть.
И на экскурсию ехать не надо. Сейчас вот закатное время, и вот прям здесь находится фруктовый рынок. Здесь лодки рыбаков. Они тут прям живут, свои вещи сушат. И прям здесь можно увидеть очень большое количество мант. Совсем рядом, гляньте, какая птичка красивая. Привет! Вау! Буквально 2 шага до нее. Какая красивая птичка. Вот такая интересная часть города. Тут и рыбу ловят. Там катера, лодки, корабли курсируют. Здесь же огромное количество тоже кораблей. Здесь рыбаки свои вещи сушат, моют свои корабли, отдыхают. А мы купили такой фрукт. Будем вечером его пробовать. А мы с вами пойдем дальше гулять по этому городу. Дома у них расположены вот так, один рядом с другим. Такая вечерняя суета здесь. Город живет. Это, конечно, не островная жизнь вообще. Очень контрастно. А наше приключение с вами завершается, и мы отправляемся вот в такой аэропорт на посадку. Надеюсь, вам видео понравилось. Не забудьте подписаться, и всем пока-пока.